Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. Крупнейшее американское издание выпустило статью в поддержку Валиевой «Нет ни одной причины наказывать Камилу». Одно из крупнейших американских периодических изданий Washington Post выпустило статью в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой. После победы сборной России в командном турнире на Олимпиаде в Пекине стало известно, что в пробе 15-летней спортсменки, взятой 25 декабря 2021 года, было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Решение об участии Валиевой в женском индивидуальном турнире примет в воскресенье выездная панель спортивного арбитражного суда СЕС. История Валиевой в очередной раз показала, насколько сомнительны токсикология и бесконечные юридические проволочки ВАДА. Нет никаких доказательств того, что незначительное количество безвредного препарата дало Камиле дополнительное преимущество, или того, что она приняла его умышленно. Зато есть неопровержимые свидетельства того, что она уже сейчас является величайшей фигуристкой своего времени, а может и не только своего. Не существует вещества, способного объяснить ее артистизм, кроме вдохновения, с которым она катается. Вспомним предшествующие события. 25 декабря Валиева представила образец для допинг-контроля, который отправился в лабораторию ВАДА в Стокгольме. Она должна была его проанализировать в течение примерно 10 дней, но по необъяснимым причинам это заняло почти 2 месяца. Это типично для невыносимой расхлябанности ВАДА и, возможно, политизации, на которую спортсмены жаловались годами. Виновата система тестирования, и нет ни одной причины наказывать Камилу. Несмотря на это, соперники России продвигают это как глобальное преступление, а ВАДА и МОК погрузили Валиеву в сплошную неопределенность, вызванную многоуровневым процессом отстранения. Они не в состоянии разумно разобраться в вопросе, потому что диктуют политику. Сомневаешься, тогда наказывай, говорится в статье. Дальше автор материала описывает принцип действия препарата, найденного в пробе Валиевой, вспоминает безосновательный бан мельдонии и просит научного обоснования того, что на результаты Камилы могло повлиять употребление триметазидина. Допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой, сданные в середине января в Таллине во время чемпионата Европы, были проанализированы быстрее, чем декабрьские, которые она сдала на чемпионате России в Санкт-Петербурге, несмотря на то, что обеими в период вирусных ограничений занималась одна и та же лаборатория в Стокгольме, сообщает ТАСС. Пробы Валиевой были взяты 25 декабря, их результата ждали больше месяца. Январские пробы были готовы уже через несколько дней, хотя вирусные ограничения были сняты в Швеции только 9 февраля. Накануне российское антидопинговое агентство РУСАДА сообщило, что причиной задержки проведения анализов и предоставления лаборатории отчетности послужила очередная волна вируса и рост заболеваемости среди персонала лаборатории.